Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я на озере, а сейчас уже возвращаюсь с озера более длинным путем. Но мне всегда мало прогулок, поэтому я стараюсь так подольше где-то погулять, пойти в обход. Делаем клумбу. Да, так получилось, что как-то изначально муж был только за кадром, и я даже думала, так всегда будет, но потом получилось, даже как-то особо не сговаривались. И в целом видео он будет периодически появляться. Сейчас делаем клумбу, здесь она всегда была, и была очень красивая, насколько мне говорили, но последние годы никто за ней не следил, не было времени. Цветы сохранились, но все сравнялось как бы с землей. Поэтому мы сначала все выкопали, потом муж перекопал эту клумбу, поднял и возвращаем цветы на место. Плюс какие-то цветы еще добавим. Я сделала рассаду там, посадила. Так что сейчас все возвращаем. Хотели день в день, но не получилось. Да высыпи здесь, потом возьму. И сейчас решили привести в порядок теплицу. Но она была вообще в плохом состоянии. Ее в том году привели в порядок именно вот сам каркас. Грядки муж сделал. И в этом году даже хотели накрыть пленкой. Но я так посоветовала, что, наверное, не стоит в этом году это делать, а можно сначала просто посадить то, что не требует вот парника и тому подобного. Поэтому сейчас мы решили прополоть. Ну, на самом деле, подумаем. Главная наша задача сейчас все прополоть, причем две грядки тут просто все надо вытащить, а та грядка третья, что в глубине, там клубника или земляника, поэтому нужно будет пропалывать очень аккуратно. Ну, в целом, нормальная такая работа. Погода хорошая. Почему бы таким делом не заняться? Конечно, посадим лук, петрушку, укроп, всякое такое. Так, возвращаемся в город с электрички на метро. И идем в магазин за покупками, за продуктами на дачу. Уже дома в городе, и завтра поедем к другу мужа на ферму. Ну и купили на дачу продуктов, потому что потом вернемся на дачу. Или завтра, или послезавтра утром. В общем, бумаги взяли. На пельмени я взяла вот такой фарш петруха. Потом хлеб, морковь, колбасу, конфеты и себе, и на презенты, потому что конфеты эти всем нравятся. Булгур себе взяли, молоко и еще хлеб. И яйца. А еще я взяла на пирог компотную смесь. И кофе. Уже другой день. Мы приехали на ферму к другу мужа. Вот сейчас смотрим, ходим. Мне здесь уже нравится. Вокруг никого. Огромная территория, тишина, покой, свежий воздух. Вот я обожаю такие места. А это собаки. Тут их 3 или 4. Собака хорошая. Кафель, все. И платит сверху. Причем тут не просто коровы, вот смотри. Серый красный. И поэтому здесь, видишь, вот так такое. Тут зерно хранили, вот сюда. Решили немножко прогуляться с мужем, походить.
красиво. Я очень люблю природу, дачу. Я прям рада, что сюда приехала, в полном восторге. Такое место красивое. Еще заехали, там его друг купил, ну, собакам корм привез и заехал им за вкусняшками. Так что будем кормить, радовать собачек. Чай попьем, конечно же. А потом, может быть, еще поедем куда-нибудь. Посмотрите, какие домики. Красивые. Вон, вороник гнездо. Да-да, снимаю. А ты приблизь вот так вот, чтобы Щас, между щас. веток. Туда зайди между веток. Вот у тебя, смотри, очень красиво вот здесь, наверху. А когда туда провалился, там такой, знаешь, там даже не пройти. Классный пейзаж и небо красивое. Просто восторг. Чучело? Желтое Да. поле. Надеюсь, дождика не будет. У меня, конечно, вот мы везде сейчас ходим, заходим внутрь этих строений. Тут и родильня для коров, и, ну, и бойня, конечно же. Ну, куда без этого? Для меня это, конечно, ужас, но проза жизни. Много чего. Ну что, пойдем чайку делаем. Потом открою его. Пошли еще погулять. Камни мне очень понравились. Гуляем с тобой. Пойдем гулять. Бедненький. Может. Собаки? А собаки? А теперь едем тоже к другу, только в его другой дом. Муж был там, а я еще не видела, поэтому едем. Детки, детки. Мы еще и в пробку попали, в очень такой основательный. И такая масса сделана, там все гуляют, и сюда все приезжают. Дом понравился. Съезд, поверните направо. Он настоятель Назарий. Сейчас Александр Прямо Невский 2 лавры. километра. Где вы стояли? Что? Где? Александр Невский лавры, А, с которым мы ездили в Америку. Мощный радар. Немножко Ограничение скорости 60 километров в час. так, Впереди планировано 60. Снижайте скорость. сейчас будет садик такой. Вот академия. Ой, нет, даже не академия. Еще нет, вон там Нет, где дальше. деревца. Вот, по-моему, вход. Вот где деревца, вот Да. это академия. Вон она. Вот. Закрыты ворота. А вот тут, по флигель, мы с отцом Борисом, А вот здесь техникум а вот тут, в этом флигеле, он раздавал еду бездомным. Я ему помогал. Знаешь, то ли чечевица была, то ли какая-то крупа, хрен его знает, такой стоял сундук. А я даже рада, что мы попали в пробку. Столько всего увидели. Мы, кстати, едем сейчас в город, к нам в квартиру, и заберем вещи, и нас перевезут на дачу. Да и вообще мы настолько интересно тут общаемся, много чего обсуждаем, поэтому меня даже вот, ни разу не укачало, хотя это обычная моя проблема. Но поездка настолько интересная и настолько приятное общение, что вообще не замечаешь, что сколько мы уже едем. Ну и Петербург — это, конечно же, очень красивый город, а сейчас уже дело к ночи. А у нас еще столько планов, потому что на даче мы приедем, обязательно будем париться в бане,
Ну и много болтать. Даже не знаю, откуда у нас силы берутся. Ну, опять же, приятные люди, приятное общение. Поэтому, конечно же, тут время не замечаешь, ничего не замечаешь. Говорят же, что счастливые часов не наблюдают. Вот и у нас так. Получаем удовольствие. Едем на дачу. Приготовила для нашего дорогого гостя комнату, вот эту маленькую. Взяли новый комплект белья красивый. В бане мы парились до 4 утра, потом отлично выспались, позавтракали и сейчас вот идем гулять. Здесь место, где тусят язычники. Мы даже знаем, кто конкретно, у них группа ВКонтакте есть. Ну, случайно наткнулись на это место. А, да-да-да. Дорога к карьерам. Ну, вон туда пойдем. Да. Ну, в общем, какой-то наверняка из них, я надеюсь, Мы в этот раз другой дорогой пошли, и тоже очень красивая. А мы сейчас возвращаемся к машине. Очень насыщенный день, и обязательно еще куда-нибудь сходим. Ежик. Пугливый. Мы сейчас разбирались в прихожей, ну точнее как, на кухне, и там при входе вешалка, кстати, очень современная и классная. Я не знаю, сколько ей лет, но она реально сейчас просто топчик. Ну вот, и там просто все кидали, бросали, всякую одежду, мы что-то выбросили, что-то убираем, что-то в стирку забираем в город, но тут всякие есть кепочки белые, вот, и, короче, в перкарбонате сейчас хочу сделать вот это. Какой тут аромат классный. Вообще здорово. Уже иду домой, потому что завтра вечером я уезжаю, скорее всего. Если я найду билет, то поменять, то, возможно, я поменяю еще на 1 день. Больше я, конечно, не могу задержаться, потому что там, есть дела в любом случае. А на денек я бы, конечно, задержалась, чтобы не терять время. Сегодня мне просто нужно будет... Там фарш лежит. Я хочу пельмени сделать, чтобы у Андрея в морозилке они были. Потом хочу суп сварить, потому что я варила очень вкусный фасолевый суп. Мы съели, естественно. На сегодня еще на 1 раз останется. Я хочу сварить, чтобы здесь был суп. Вот. Насчет ужина не знаю, возможно, я еще блинчиков сделаю. Плюс нам надо как-то в коридоре разобраться. Посмотрим. Потому что там вот при входе в дом стоит шкаф, такая типа тумбочки, что ли. И туда уже никто давно не заглядывает. А я считаю, что если шкаф есть, значит, нужно все перебрать, ненужное выбросить, все помыть, протереть и уже использовать по прямому назначению. Сегодня при входе москитную сетку новую повесили. Вот. Такие дела. В принципе, дел много. Сейчас я еще приду, посмотрю и вам покажу, отстиралась или не отстиралась вот эти кепки. Точнее как, что отошло, потом я еще сейчас руками постираю, а там посмотрим. В принципе, такие вещи лучше кипятить вот с этим средством. Я даже думаю, просто уже не от Brand Free, а от... там есть же более дешевые средства. Я уже буду их покупать, потому что в любом случае периодически я кипячу. А кипятить какие-то вещи
с этим средством. Просто потрясающе. Действительно. Но надо понимать, что если пятно, вот я рассказывала, если оно застарелое, если его уже там неоднократно стирали, пытались застирать, то оно все равно не отойдет. Но тем не менее, подобно перкарбонат, это хорошо. Ну, просто оно в 100% случаях работать не будет. Все равно это надо понимать. Поэтому я обычно для кипячения же использую таблетки для посудомоечных машин, но это средство лучше. Вот. А просто кипятком заливать, ну, на самом деле, смотря что. Если там какие-нибудь чашки чисто от накипи, это да, конечно, хорошо. Но если что-то более серьезное, надо кипятить. Там вот, например, кастрюльки, сковородки. Ну и тоже, вот сколько я пробовала всего, что-то работает, что-то с чем-то средства не работают. Но жизнь облегчает все равно. Так что вот так. Появились уже комары, к вечеру их очень-очень много. И вчера меня хорошо так покусали. Вот они уже сейчас, я думаю. Ну, вот я сейчас иду, я их вроде как не вижу. А на участке 100% будут. Я уже сейчас иду, вся чешусь, потому что прям хорошо покусали вчера. Я перед выходом на озеро, я посмотрела, не было билетов нормальных. Ну, слушайте, билеты по 28 тысяч, по 67 тысяч, ну это как бы, извините. Посмотрим. Если кто-нибудь от какого-нибудь билета откажется по вменяемой цене, то, конечно, я приобрету с удовольствием. Тогда я бы еще что-то успела поделать. В общем, удалось мне поменять билеты, чему я, конечно, очень рада. Ну, смотрите, полотенце, оно в целом было не грязное. Ну, просто нужно было освежить. Там было 2 каких-то вот небольших пятнышка, но они стали меньше, но как бы остались. А вот эти штуки, все шапочки, они, ну как, то, что отстиралось бы само по себе, оно и так отстиралось. Остальное стало бледней, но как бы сохранилось. В принципе, мне без разницы, потому что это никто носить не будет. Я просто хотела попробовать. Ну вот, как-то так. Смотри, сколько я сделал. Молодец. Сейчас буду делать пельмени. Точнее, сначала тесто на пельмени, фарш уже готов. Вот. Тут мы пока еще не клеили обои и не сделали, соответственно, панельку. Но это чуть позже будет, потому что у нас масса планов в плане того, как что сделать, обновить. Поэтому просто пока притормозили. Но это будет в этом году. Ну, по крайней мере, с большой вероятностью. Я просто думала, что успеем в этот раз, но, короче, не успели. Возвращаемся в город. Я сегодня уезжаю. Уже тут на станции. Ну, все рядом с домом. Удобно.
По дороге зашли в магазин «Росток», купили семян, которые хотели, всякие разные. Но нам еще нужен лук-севок, и вообще пойдем в Максидом, в Окей. На вокзал. Уже массу дел переделали дома. В метро. Поезд, как всегда, хороший. Я очень люблю такие поезда с удобными сиденьями. Мне нравится. Я уже дома. И сейчас покажу, что привезла с собой. Просто, когда я ехала в Питер, у меня было много всяких вещей, правда, легких, но было 4 сумки. Ну и, соответственно, обратно я ехала, можно сказать, пустая. Ну, поэтому я решила воспользоваться ситуацией и вернулась с 3 сумками, но забитыми по полной программе. Мы вчера заходили в Семишагов, и я приобрела себе рис, потому что он мне очень понравился. 1,5 килограмма упаковка, стоит 99 рублей, и рис очень классный. То есть, казалось бы, стоит дешево, но он реально очень хороший. Он не превращается в кашу и вкусный, поэтому я прям советую. Также 3 килограмма овсянки взяла. Вот овсянка, она зависит от партии. Бывает варится дольше, бывает быстрее, причем бывает как-то так средненько. И что касается всякой шелухи. Бывает больше, бывает меньше. Но, в принципе, когда я ее заливаю водой, она сразу всплывает, и я ее выкидываю. И меня это полностью устраивает. И цена за килограмм 25 или 29 рублей. Также я приобрела булгур. Тоже берем не первый раз, 400 грамм. 50 с чем-то рублей, по-моему. Очень хороший булгур, не отличается ничем от более дорогого, поэтому тоже могу посоветовать. А вот гречку я приобретать не стала, потому что я взяла ее, по-моему, в январе я приобрела и до сих пор ее не съела, потому что есть это невозможно. Никому не советую. Китайскую капусту, она у меня постоянно в рационе, и стоила эта капуста 79 рублей за килограмм. Цена прекрасная. Яблоки 59 за килограмм, и, кстати, очень вкусные. Абрикосы, по-моему, 119 или 109 рублей. Я взяла немного, чисто на пирог. Сейчас открыла, потому что там уже одна ягодка помялась, я помыла, попробовала, могу сказать, что вполне. Конфеты Дуняша, я не помню, сколько стоят, менее 50 рублей, по-моему, или 30 чем-то, или 40 с чем-то, вот честно не припомню. Вообще я предпочитаю брать зелененькие, но их разобрали, потому что, видимо, предпочитают многие, со вкусом дюшес. Взяла одну упаковку, потому что, ну, они безумно вкусные, я и так в Питере их ела, и предпочитаю дома их не иметь, а это своей маленькой ученице подарю. Дальше взяли вот овощная сказка, фасоль красная. Мы такую не пробовали, я не знаю, потому что мы до этого брали в Дикси Фрау Марта, это прям суперская такая фасоль, и ихняя какая-то марка взяли, тоже неплохая, но Фрау Марта как бы лучше. Но поскольку зашли в Семишагов, то ну вот такую за 30 чем-то взяли на пробу. Там посмотрим. Базилик в мое отсутствие подрос, лук. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылки всякие интересные в описании. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Всем пока-пока.